Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы живем и трудимся в городе Измаил. Это не Израиль, а Измаил – это Украина. И юг Одесской области, и юг Украины. Агрогороскопы, календари мы составляем по московскому времени. По этому времени очень легко определить время своей страны или региона. Итак, начнем. Сегодня у нас агрогороскоп. Календарь поливов на август месяц 2021 года. Очень важный календарь. Но хочу сразу же ответить тем, у кого торф и кто поливает, и сразу же вода куда-то утекает. Транзитом. Там, где транзит воды, то, естественно, можете поливать ежедневно, ежечасно. Если вода утекает, то это для растений не страшно. Мы говорим о тех почвах: глина, суглинки, чернозем, там, где вода застаивается, останавливается, и растения, корни растений начинают загнивать в определенные дни, так называемые гнилые дни, когда нельзя поливать. Но сейчас рассмотрим этот календарь и узнаем, когда же это дни такие выпадают в каждом месяце. Начинается месяц август с тех хороших дней, когда можно поливать, и поливать очень хорошо. И это время Тельца. Убывающая луна. Можно и под корень, и поливать, и сверху даже для капусты очень полезны эти поливы. Это можно проводить 1-го, ну а 2-го только рано утром, потому что затем в 11:47 луна перейдет в знак Близнецы. А Близнецы – это время, когда корни гниют. Это время, когда стихия воздуха дает возможность растениям активно дышать. Поэтому не заливаем водой, и это будет у нас длиться еще 3 и 4 августа. А затем наступают очень хорошие дни 5, 6 и 7. До утра будет, можно до 9 часов спокойно поливать, даже до 10. Далее будет период бесполезного полива, но он не опасен, как опасен в знаке стихии воздуха. Итак, в знаке Рак поливаем очень интенсивно. Можно поливать, это убывающая луна, и под корень, и сверху поливы можно сейчас проводить для капусты. Так как спрашивают по капусте, я отвечаю на этот вопрос параллельно сразу же. Во Льве это знак стихии огня. 7 после 10 часов 32 минут, 8 и 9 это время будет, вот смотрите, 9 до 17 часов 56 минут, до 18 часов поливы бесполезны, потому что в это время растения заняты абсолютно другими делами, и вода не воспринимается. Ну, кто-то хочет поливать, ну, поливайте, если вам очень хочется, и так вы спокойнее. Особенно те, кто имеет торфяные почвы, в которых не задерживается, или песчаные, где не задерживается вода. Вечером уже 9 августа в 9 это дни корня, замечательное время для поливов. И это будет длиться 10-11. Обратите внимание, 11 вот 23 часа 09 переход в знак Весы. Это когда нельзя уже поливать. Поэтому полейте вечером в 18 часов. До 18 часов желательно интенсивный полив. Затем растения, так как еще будет жарко, растения примут нужное количество воды. И не забудьте уже 12 утром обязательно вспушить землю. Но если у вас мульча, то нет необходимости вспушивать землю. Там работает триходермин и, естественно, помогает заниматься дыханием растениям, которые уже будут 11 ночью, после 23 часов этим заниматься. 12 и 13, когда Луна будет находиться в знаке Весы, знаке стихии воздуха. После этого перерыва в поливах у нас будет очень хорошее время в Скорпионе. Это стихия воды. Растения в это время хорошо пьют воду. Каждая клеточка получает нужное количество воды. Ну, это блаженство для растений. И это блаженство будет 14-15 в Скорпионе. А уже 16-го, причем, смотрите, 6 часов 12 минут, Луна перейдет в знак Стрелец. Поливы бесполезны. Это огненный знак. И будет продолжаться это и
17 августа, когда еще поливы они не влияют и ни в коем случае не вредят растениям. Это можно использовать для тех грунтов, где мимо транзита проходит вода, можете поливать. И если у вас вода бесплатна и нет учета, то, конечно, этот полив бесполезен, зато спокойно на душе. Ну, вот такое у нас время завершится 17-го, зато начнется 18-го, 19-го и 20-го рано утром Козерог, дни корня. Замечательное время для поливов. Поливайте, очень хорошие будут результаты. И снова время нельзя поливать, это водолей. Ни в коем случае не поливаем для тех, где грунт или чернозем, или суглинки, глина, где застаивается вода. Поэтому смотрите, 20-го после где-то 9 часов прекратите поливы, если есть возможность, к вечеру уже вспушите грабельками землю или сапкой, для того, чтобы растения могли дышать. Это будет время не полива 21 и 22 до 15 часов 43 минут, когда Луна перейдет в знак Рыбы. В Рыбе будет до конца суток, затем 23 и 24. Практически 24 тоже вечером в световой день можно все это время поливать. Это Рыбы, знак стихии воды. Ну а уже 24 в Овне поздно вечером, а также 25-26 это время стихии огня. Полив бесполезен. В Тельце, когда у нас уже время Тельца замечательное, это очень продуктивное время также для поливов 27-го, 28-го, 29-го, смотрите, Близнецы, снова стихия воздуха в 19:42. Постарайтесь до 16-17 часов хорошо полить ваши растения, для того, чтобы вот последующие несколько дней можно спокойно растениям пережить вот это отсутствие изобилия воды. Поливаем в Тельце и пропускаем поливы вечером 29, 30 и 31 в знаке Близнецы. Нельзя поливать. Ну вот такой у нас агрогороскоп поливов на август месяц 2021 года. Этот календарь агрогороскоп подготовили, как всегда, для вас авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Всего вам самого доброго. Здоровья вам и здоровья вашим растениям. И, естественно, хорошего вам урожая в саду и на грядках.